Сегодня у нас очень интересный рецепт. Это и ролл, и самгавсаль, можно сказать, вместе. Но начинаем мы с того, что приготовим домашний самджан соус. Для этого нам понадобится как база соевая паста, можно корейский дидян или же мисо паста, 3 столовые ложки. Туда мы добавляем красный молотый перец чили, 1 столовую ложку. Если у вас есть корейский перец, то можно чуть больше положить, или же использовать кучуджан, если есть в тех же пропорциях. Добавляем молотый чеснок, 1 столовую ложку, и кунжутные семена, 1 столовая ложка. Я кладу чуть больше, просто потому что мне они нравятся в этом соусе. И мирин, рисовое вино, 2 столовые ложки. Лучше не пропускать этот ингредиент. Затем добавляем сироп. У меня сироп агавы. В Корее обычно используют зерновой сироп, но можно заменить на сахар, пол столовой ложки, или вообще не добавлять, если, допустим, сама соевая паста по себе достаточно сладкая, потому что соевая паста, в зависимости от страны и производителя, вкус тоже разный. Хорошо все перемешиваем до однородности и добавляем последний ингредиент, это кунжутное масло, пол столовой ложки. И еще раз хорошо все перемешиваем. Вообще этот соус продается уже готовый в магазинах корейских продуктовых товаров. Так что можно не заморачиваться и просто купить в магазине, если у вас есть такая возможность. Но домашний соус не менее вкусный, просто нужно потратить время. Даем соусу настояться 10 минут минимум, но мы за это время подготовим все остальное. Свиная грудинка 300, где-то 350 грамм, все зависит от того, сколько мы любим мясо в своем ролле. Как вы видите, кожу сняла, кость удалила, иногда продаются из кожи, без кожи, с костями и без костей. И вообще, если есть возможность, разрежьте его просто длинным, значит, вдоль, но я так и не могу, это достаточно сложно. Я разрезаю поперек где-то 7-8 сантиметров длиной и далее нарезаю кусками шириной в 5 миллиметров. Вообще в магазинах есть сервис нарезки, обычно в магазинах он есть, и там вы можете попросить нарезать сразу длинными кусками. Вот обратите внимание на длину и ширину. Теперь мы нагреваем сковороду без масла. И на нагретую сковороду кладем нарезанные куски мяса и жарим мясо с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета. То есть, что мы делаем? Мы, собственно говоря, с вами сейчас жарим самгапсаль. Это, наверное, одно из самых известных блюд корейской кухни, современной корейской кухни. И когда у нас мясо с одной стороны побелело, мы переворачиваем на другую сторону. В общем, не нужно очень много раз переворачивать. 2, 3, 4 раз достаточно. То есть, когда побелело, перевернули, и затем, когда оно с одной стороны позолотилось, переворачиваем на другую. И когда мясо у нас целиком и полностью поджарилось с 2 сторон, мы его снимаем со сковороды. Собственно говоря, мы получили наш самгапсаль, и мы его сейчас будем заворачивать в ролл. Но его можно есть и вот так вот просто жареный, заворачивая в салатовые листья с тем соусом, что мы с вами приготовили. Это и будет самгапсаль. Мы же продолжаем ролл. Нам нужно 2 шишита чили перца. Это японский сладкий перец. Он называется шишита по-другому. Он отличается тем, что он не острый, как чили обычный зеленый. Мы разрезаем его вдоль напополам и удаляем семена изнутри любым удобным способом. Это легко сделать чайной или кофейной ложкой. Он не должен жечь руки, поскольку он не такой острый, как обычно. И можно подровнять края, чтобы они не торчали потом из ролла. Теперь займемся рисом. 1,5 стандартной малой пиалы теплого отварного риса. Рис должен быть не горячий и не холодный, должен быть теплый. И это должен быть белый круглый рис. Добавляем в рис щепотку соли для вкуса. И затем остальные 2 нехитрых ингредиента, а именно кунжутные семена, пол столовой ложки, можно и 1 положить, если вы любите в ваших роллах много кунжутных семян. Кунжутные семена обжаренные мы используем, и кунжутное масло пол столовой ложки. И все хорошо перемешиваем. Поскольку рис еще достаточно теплый, то вы сразу почувствуете аромат кунжутного масла.
Теперь 2 листа водорослей. Используем либо водоросли ноли, или лучше, конечно, если вы сможете купить корейские водоросли для кимпаба. И у водорослей обычного листа одна сторона гладкая, другая рифленая. Мы будем выкладывать рис на рифленую сторону. Кладем лист водорослей на бамбуковый коврик для роллов или любой другой коврик для роллов. И затем выкладываем, равномерно распределяя рис тонким слоем. Риса не должно быть прям таки много, и обязательно должен быть маленький отступ внизу и чуть больше отступ вверху. Затем кладем на рис салатные листья. Лучше класть их красивыми краешками по бокам, тогда и края кимпаба тоже будут более красивые. Вообще в Корее на салатные листья сверху кладут свежие листья кунжута и еще маринованную редиску специально для заворачивания. И мы это пропускаем, этого нет, и заменяем на шишито перец. Затем на шишито перец мы сверху кладем пожаренное мясо, и на мясо наносим соус самджан, который мы с вами приготовили. Сколько соуса положить, это дело вкуса. Главное, не очень много, чтобы он при заворачивании не вышел из кимпаба по сторонам. И затем можно положить второй слой мяса или же оставить одинарный. Вообще, если положите второй слой, то просто будет проще заворачивать из-за соуса. И все, мы заворачиваем ролл. Показываю все в режиме реального времени, без ускорений. Точнее, даже не в режиме реального времени, а немного, так сказать, медленно, чтобы вы видели, как этот процесс происходит. Потому что тут лучше смотреть, а не объяснять, как это делается. В Корее женщины настолько наловчились в заворачивании роллов и кимпабов, что делают это даже без ковриков. И вот мы получили наш ролл. Теперь нам нужно смазать его кунжутным маслом. Вот наносим масло на поверхность приготовленного ролла. Теперь нужно ролл нарезать, или же вы можете съесть его целиком. Кстати, в Корее очень часто это так и делают. Оборачивают кимпаб целиком в фольгу, берут с собой на перекус или на кемпинге и так и едят. Мне пришлось тоже сегодня так поступить. A few moments later. Дело в том, что это водоросли были не оригинально корейские, и на самом деле они были очень плохого качества, поэтому кимпаб ужасно резался, и один я запорола. Поэтому отрезала только краешки и буду есть его целиком, прям-таки вот так вот руками. Кстати, так намного вкуснее. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь, и приятного вам аппетита!